Представители знака зодиака, близнецы. Близнецы мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 17 по 23 июля. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем реалистами, конечно, любой прогноз не расскажет о жизни каждого из нас. Но какие-то подсказки, я надеюсь, вы для себя увидите. И у нас сегодня две колоды. Золоченое Таро и колода Ленорман. И хоть это просто предсказательные карты, но они, знаете, могут работать как оракул. Они словно видят вот то важное, то, что от нас скрыто. И поэтому мы в конце нашего прогноза достанем карту и посмотрим, вот как видят, чему нужно уделить внимание, как в принципе, на чем может быть сконцентрироваться на этой неделе. Что для нас будет важно особенно. Ну, вначале мы на картах Таро сделаем наш традиционный расклад по энергиям, что нам поведомят карты, как видят эту неделю. И первая карта будет называться «Что важно знать?». Чего не избежать? Может быть, неожиданности. Чему сейчас не время? Или что нам может помешать? А что нам будет помогать? И мы достанем три карты по основным сферам жизни, дела, работы, бизнес. Что по финансам? И в личной жизни. Что важно знать? Обстановка вокруг вас или информация, как будто тут двояко будет, старший аркан. Как будто с одной стороны есть то, что мы не можем отменить. И есть какая-то реальность, в которой нам придется быть в моменте здесь и сейчас. Это может быть, с одной стороны, как обстоятельство непреодолимой силы, а с другой стороны, это может быть, знаете, как падение барьеров каких-то. Нам показано, что башня рушится, и в первую очередь это значение свободы. Мы теперь свободны. Но вот что с ней делать, с этой свободой, нам пока непонятно. Это само по себе состояние невесомости. Что я буду делать дальше? Или как я буду выстраивать свой план дальнейших действий в той обстановке, которая у меня сложилась на данный момент. И правда, период ведь этот, вот этот недельный, он связан с многими астрологическими явлениями, которые могут где-то провоцировать обстановку вокруг нас такую достаточно хаотичную или постоянно изменяющуюся. Информация может быть разная, кстати, ложная тоже может быть. У меня есть видео на канале «События до конца июля». Я рекомендую, зайдите, посмотрите, я там подробно как бы аспекты астрологические в начале, а потом по картам мы смотрим прогноз. Вот зайдите, посмотрите, как-то применить к своей жизни, я думаю, вы сможете, потому что уже не буду останавливаться на астрологических аспектах, но они как раз словно кумулируются на этой неделе, начинается. И поэтому это может быть, знаете, как новость, которую мы, к примеру, воспримем как какую-то правду, а на самом деле это будет какой-то фейк. Вот я тоже могу не исключать этого. И, знаете, мы можем словно замереть на какое-то мгновение. Ух ты, а что теперь дальше делать? Но какой-то рационализм нам поможет как раз выстроить правильную стратегию, тактику своего поведения, как, может быть, в изменившихся обстоятельствах что-то планировать дальше. Но, повторюсь, для кого-то, и часто эта карта для меня, по крайней мере, проигрывается именно таким образом, что, допустим, какой-то закон действовал, да, и я не могла что-то осуществить. А тут либо подзаконный акт, либо какая-то обстановка меняется, да, придется действовать, может быть, и быстро. Причем не значит, как-то хаотично мы действуем, нет. Тут нужно быть очень хладнокровным и одновременно рациональным, больше логики. Но это прекрасное время как будто сделать прорыв вперед, несмотря на меняющиеся условия. И вот здесь вот есть такая возможность, потому что это, знаете, как появляется какой-то своего рода узкий коридор для того, чтобы мы осуществили, может быть, то желание, которое дремало в нас, или мы всегда об этом мечтали. И именно потому, что какие-то происходят изменения. Вот я надеюсь, для большинства это так проиграется. Чего не избежать?
еще один старший аркан, правда? Тут может быть все, что угодно, может быть обстоятельства или новости какие-то вас подтолкнут к важному решению. Это Верховный Жрец. И здесь часто какие-то процедуры, которые мы оформляем, ну, документально. У кого-то это может быть и какие-то дела в судах, может быть, да. Но здесь часто, если мы берем личную жизнь, это у нас что? Разводы или наоборот, в брак вступаем, да, получаем новую должность какую-то, или мы делаем для себя что-то, что меняет наш статус, все-таки статусная карта. И, кстати, по финансам тоже Верховный Жрец или Иерофант, он нищий не бывает. Поэтому для кого-то это будет означать, вот меняются условия, а для меня это в плюс, потому что я могу решить какой-то финансовый вопрос. И так тоже может быть. Два старших аркана. То есть у каждого будет словно своя какая-то возможность решить вопрос. Причем сделать это, знаете, так грамотно, классически, подписав какую-то бумагу, документ, то есть себя чем-то, может быть, даже обезопасить. Кстати, когда мы все делаем по закону, по иерархии, то тогда ведь закон работает тоже в отношении нас. Вот и здесь для себя изменение нашего статуса тут тоже проходит. С другой стороны, если вы преподаватель, например, да, по этой карте, ведь это карта ученика и учителя где-то. И пусть здесь нам учеников не показали в этой колоде, у нас учитель, но значит для вас построить карьеру, получить какую-то должность, может быть даже, но где-то намного выше, чем вы могли предполагать. Или какие-то новые варианты по бизнесу, например. Или, в принципе, сделать карьеру. Вдруг откроется такая возможность, потому что изменились обстоятельства. Может быть, человек уволился, ушел. Или, ну, еще что-то происходит. А именно для близнецов какая-то, может быть, патовая ситуация для кого-то, для вас она открывает новые возможности. Вот об этом нам говорят карты, и этого как будто не избежать, и это важно знать. А чему сейчас не время? Король Пентаклей. Ну, это у нас больше стихия Земли, или энергетика, или люди, которые рождены под знаком зодиака. Телец, Дева, Козерог, может быть, ну, какие-то контакты вы перенесете не на этой неделе. Но нет ничего конкретного, чему сейчас не время. Это какой-то материализм. С другой стороны, больше дружелюбия транслирует король Пентаклей и готовности прийти на помощь. Ну, кто знает, может быть, для вас тут будет как раз время. Нам по этим двум картам уже сказали, что больше внимания на какие-то свои злободневные дела, вопросы. И да не будет у вас времени, скорее всего, для того, чтобы так вот, ну буквально откликаться на любую помощь. Тут вы будете больше заниматься тем, что будет важно для вас. Хотя напрямую, повторюсь, по этой карте нет ничего такого, чему бы сейчас не было времени. Или то, что было бы для нас не актуально. Разве что мы не надеемся, что какая-то финансовая сумма большая к нам придет на этой неделе. Или как-то резко вот на неделе вырастут доходы. Вот этого так точно не произойдет. Ну а что помогает? Давайте посмотрим. Королева жезлов. Здесь больше энергетики такие огненные, да, вот точно как по Марсу или по Льву Солнце. И, кстати, планетарно мы как раз будем, Солнце войдет на этой неделе в знак Льва. И с учетом, что Марс вошел в знак Девы, но это все равно марсовские энергии, но они в каком-то словно будут стремиться в каком-то порядок прийти или какую-то структуру, вот продвижение какой-то структуре или какой-то последовательности. Но часто по королеве жезлов нам помогает, когда мы осуществляем свой проект, когда мы не меняем планов быстро, не где-то не перескакиваем с одного на второе. И даже если у нас не получается решить вопрос одним каким-то путем, значит, мы словно зайдем в другие двери, мы найдем нужную информацию. Здесь самореализация, по сути, проходит по этой карте, и наиболее удачливо королева жезлов, дела, работа, бизнес, деньги. И у вас нам, собственно, уже об этом и показывают, что есть то, что вы хотите осуществить, и вы будете просто заниматься, скорее всего, своими
планами. Что-то вас может, кстати, вдохновить. Может быть, и новый какой-то проект. Но, значит, где-то вы будете еще раздумывать или собирать информацию, как к этому подступиться или как это дело обустроить. Вот с информацией работать это вам помогает. Ну, надо сказать, ваш Меркурий, которому, правда, будьте аккуратны, 23 числа присоединится Лилит или Черная Луна, и здесь вот какая-то ошибочная информация или, знаете, нас заведомо, может быть, хотят в какую-то сторону другую увести. Поэтому рационально, ну, где-то соизмерять то, что мне сказали, и какая есть вообще реальность, что есть по факту. Но информация, работа с информацией, если мы говорим, что нам помогает, это как раз для нас плюс. Ну, тут вам равных нет. Дела, работа, бизнес, рыцарь Пентаклей. Знаете, здесь какой-то прогресс или начало нового дела, может быть, к чему вот вы, правда, приступили недавно или планируете приступить. По этой карте нам кто-то может прийти на помощь или могут буквально помочь деньгами, если у нас образовалась какая-то финансовая брешь, или мы сами находим способ, как этот вопрос решить или уладить. Но часто это своего рода какой-то марафонский забег, когда мы настроены, ну, на долгий период времени, и мы обязательно, мы просто уверены в своих силах, это второе. И даже если мы вот, знаете, в каком-то импульсе не получим желаемого, тут больше мы нацелены на то, чтобы планомерно выполнять какую-то работу, которая в последующем нам принесет, или проект какой-то, и нам об этом говорят, что какой-то ваш даже новый проект, или новое дело, или новая должность, может быть, или то, что вы начали какое-то время тому назад, открывает как и новые перспективы, так и финансовый успех, как будто в последующем он тоже к нам приходит. Ну а что по финансам конкретно на этой неделе? А здесь нам выпадает карта радости. Значит, какой-то вопрос финансовый точно вы уладите. И именно радость, именно праздник какой-то, какие-то хорошие события, какие-то приятные новости, касаемые и денег, и новых возможностей. Правда, вот все, что я вначале говорила, для вас это словно может быть разворот. Для кого-то даже, вот знаете, какая-то обстановка, она может быть со знаком минус. Вот не поддавайтесь чужому плохому настроению. Для вас это будет важно. Вам как раз собственные мысли и собственная уверенность в победе. Или то, что я смогу решить все вопросы. Она вам приносит и вдохновение, и радость, и уверенность, ну и в последующем деньги. Личная жизнь. Карта отшельник, не могу сказать, что тут про любовь, радость как будто будет, безусловно, но здесь какая-то у вас самореализация, ну и, возможно, финансовые вопросы на повестке дня. Или что я там на будущее себе задумала, и каковы мои первые шаги, которые я должен сделать именно сейчас. Или шаги не первые, но на этой неделе, что я для своего плана должен сделать. Потому что, видимо, будут влиять как обстановка, так и где-то все равно новости вокруг вас. И вам где-то придется плыть по тому фарватеру не против течения, а именно по тем событиям, которые будут создаваться или для вас будут открывать какие-то возможности. И поэтому по отшельнику могу сказать так. Мы идем все равно к тому, что мы хотим осуществить, это точно. И здесь будет какая-то ваша цель. У отшельника это философ у нас показан, Диоген с фонарем. Он именно идет к тому, что он хочет осуществить. Но он идет медленно, нет какой-то спешки. И значит, для кого-то из вас, если вопросы в личной жизни словно встали на паузу, вряд ли они будут решены. И, может быть, на этой неделе, по крайней мере, полностью, частично, да, могут открыться какие-то новые возможности. Но, видимо, от ваших приложенных усилий будет зависеть очень многое, и вы должны определиться, будете вы этим заниматься или нет, потому что отшельник, он все-таки один, он не подразумевает, что кто-то идет с ним, и он нацелен на то, чтобы, ну, где-то так идти далеко, и он понимает, что когда я один, я себя чувствую в безопасности. Он философ, ему много не нужно как будто для жизни, потому что часто это как дервиши проходит, у него какая-то идея в голове, и он ей придает или духовное какое-то высокое значение, или это вообще какой-то смысл в жизни. Это может появиться какая-то возможность у вас, мои дорогие близнецы, к самореализации,
самореализация, о том, о чем вы мечтали долгое время, правда, приходит именно это с обстоятельствами или новостями. И поэтому вы будете немножко на своей волне. Но должна сказать, по личной жизни, пусть это вам выпало на личную жизнь, и каковы не были бы ваши задачи на неделю, вам никто мешать не будет, потому что отшельнику ему невозможно помешать. Его невозможно сбить с толку. Он мудрец, он все знает. И здесь нам еще показан мудрец, который словно подсвечивает змею, которая у него на дороге, да, а путь такой, что, ну, как навесной мост, но он не крепится ни на чем, он просто идет, уверенный в себе, и он подмечает все какие-то детали, которые могут осложнить ему жизнь, как будто вот его вот эта неспешка, неторопливость, она ему дважды помогает, чтобы сохранить как и себя, так и собственные позиции. Не торопитесь, в принципе, хотя временами вас как раз ситуация может подталкивать как к принятию решения, и, может быть, и придется где-то действовать по тем событиям, которые разворачиваются, но сами мы не ускоряем, не педалируем какую-то ситуацию точно. Давайте вот мы узнаем, что для нас важно. Вот какой совет нам дадут карты Ленорман. Что следует принять во внимание или, может быть, учесть на этой неделе для вас, мои дорогие близнецы. Карта сердца, карта любви, тем не менее. Значит, может быть, знаете как? Показано интересно, да, на личную жизнь у нас отшельник, который идет один, и есть карта сердца, значит, есть какая-то у нас любовь, и есть какой-то план наш сердечный, когда мы что-то хотим реализовать, мы хотим быть счастливы. И значит, либо у вас сложатся, точнее, так обстоятельства на неделе, что вы встанете перед выбором, либо личное какое-то построение карьеры и самореализация, либо, может быть, какие-то чувства. Вообще карта очень добрая, и она вам про любовь, про дружбу, про счастье, про взаимопонимание, про эмоциональный комфорт, про какую-то эмпатию. И, видимо, если мы говорим, что какой совет нам дадут карты, вот где-то про это не забыть как минимум. Значит, есть у вас такие люди, которым вы можете и доверять, или с которыми бы вы хотели быть. Может быть, обстановка как раз складывается для кого-то из вас, что путь словно расчищается, чтобы я был или была в паре. Может быть, какие-то события происходят, которые тоже для вас открывают новые возможности. Это, безусловно, счастливая карта. И значит, у нас есть все возможности, хоть и даже у нас выпадает карта башни, и если даже какая-то турбулентность вокруг нас, кто знает, может быть, как раз вот, наверное, в том значении, когда я говорила, что для кого-то это в минус, а для вас, мои дорогие близнецы, в плюс. Вот что-то такое на этой неделе, как инсайт, поймать будет очень важно. Карта говорит, что вы можете испытывать и радость, и счастье, если будете уделять этому внимание. Это есть, конечно, еще и возможность для личного роста. И правда, для кого-то из вас это может быть, как я на перепутье по отшельнику. Что для меня сейчас в приоритете? Либо вопросы, может быть, личной жизни, либо вопросы самореализации. И знаете, я ведь не могу сказать, что вы по этим картам можете отдать чему-то приоритет, или карты вам дают какой-то конкретный совет. Тут как будто и свое дело, или то, что вот что вы хотите осуществить, оно для вас точно так же важно, как любовь, дружба и счастье. Поэтому где-то придется больше соединять и то, и другое, по крайней мере, так видят карты. Перекладывайте на себя, хотя иногда, знаете, карта сердца, это может говорить о том, что вы можете какую-то ситуацию прочувствовать вот через душу, через, ну, где-то сопереживать, может быть, кому-то. Если вы человек, допустим, семейный, да, что есть в нашей жизни все равно люди, мы не можем от них отгородиться, мы должны, ну, проявить какое-то участие именно для семейных. Есть, может быть, увы, и обязанности какие-то, и несмотря на наши честолюбивые устремления, мы все равно должны найти время, чтобы уделить внимание тем людям, которые к нам относятся искренне, тем, кто нас любит. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.